здесь и закрыть сковородку. Где твой микрофон? 2, 3. Раз, 5, 8. Свой проверь сама. А я тебя свой свой? проверю. Тебе, если ты хочешь. Вон трубочка. Или ты хочешь, чтобы все заметили? Всем привет, здравствуйте. Сегодня Держишь, да? Держишь. Всем привет, здравствуйте. Вы на моем канале Tata Lots Group. Сегодня у нас рубрика интервью. Знакомьтесь, это мой парень Костя, который сделал мне предложение в прошлом году. Теперь это мой жених. И сегодня мы берем интервью у Константина. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Константин. Константин, с чего бы вы хотели начать? О чем наше сегодняшнее интервью? Вопросы, да? Просто лично. Ну, можно так, да. Можно так? Вопросы придут ко мне. Да, история. Сегодня новые микрофоны, которые нам предоставил Константин. Это не реклама. Начнем с того, что мы встречались с Константином полгода было это. Ну да, полгода. Полгода мы встречались с Константином, а знали друг друга до этого более 10 лет. Константин был влюблен в меня все это время. Да. И когда у меня началась депрессия, я просто перестала со всеми общаться, в том числе с Константином. Для человека я пропала. А я там просто в своих вот этих вот интересных состояниях. А как с вашей стороны вот было? Мы общались? На тот момент я только начал работать, и мы толком так... большее количество времени я работал, и мы так не общались часто. Мы общались каждый потом- день до этого. Не, каждый день, да, с утра чуть-чуть, и вечером там чуть-чуть. Да, Ну я и в тоже промежутках работала, иногда и бывает. поэтому это было норм. Да, но потом в какой-то момент сообщения и звонки были проигнорированы полностью, я такой думал, что-то не то. Потом 2 дня проходило, 3, 4, так неделю. Я такой думаю, что-то случилось. Начал звонить, трубку. Так никто и не поднимал. И в какой-то момент я подумал, что может просто так и оставить все. А потом посмотрим, что из этого выйдет. И так примерно прошло, полгода. И все. Ну, ты решил заняться спортом, уйти во что-то. Ну да, я начал заниматься собой. Но это не так, что у нас непонятная ситуация с девушкой, пойду я Да, в такого клубы. не было. Типа на тот момент я уже думал делать предложение, но в какой-то момент просто получил игнор и не понимал, почему это происходит. Я просто хотел получить ответы, но я их не получал. Единственный, наверное, способ был прилететь, но я немножко был занят. Копил на какие-то планы свои. Как-то Окей. так. Но дело в том, что там... Сейчас, как это сформулировать? Подождите, мне нужна минутка, это все вырежется. На тот момент Константин задавал правильные вопросы. Чем я могу помочь? И когда речь зашла о том, что Костя хочет прилететь в Ташкент, я категорически этого не хотела, потому что понимала, что это никак не поможет. Может быть, на тот момент я уже была согласна переступить какой-то вот этот барьер, победить свой страх, идти к врачу.
Вот что важно. Расскажите поподробнее, что вы решили делать, когда ваша девушка перестала вам отвечать, и какое наставление, какую бы рекомендацию вы дали парням, которые, возможно, находятся в таком же положении, что и вы. Ну, наверное, в первую очередь не надоедать своими сообщениями, звонками, так как на тот момент я сам не понимал, что происходит. Я ожидал, что Татьяна сама мне расскажет, что происходит. И что я делал в этот момент? В этот момент я просто начал заниматься собой. Полностью ушел в работу, работал, записался в зал. Давно откладывал. Записался в зал. Начал больше времени уделять себе. В другой ситуации, В этой не ситуации, знаю, точнее. в этой ситуации, в той. Да, в той. В той ситуации это, по-моему, Самое самое, оптимальное. да. Просто мне казалось, как будто я должен был прям, не знаю, помочь как-то. Как? Я вот не знаю как, потому что я, может, не знал, что надо делать. Да. Ты не сталкивался, правильно, с этим? Да, я с этим не сталкивался. И мне казалось, типа, я должен был прилететь, как-то помочь, уделить внимание. Да, но дело в том, что ты бы это не смог сделать, это только психиатр Тоже здесь верно. поможет. И таблетки. Я, кстати, принимала таблетки. Сейчас не принимаю, так как я вышла из эпизода. Всем моим друзьям, кто сейчас на таблетках, у кого диагноз, все получится. Есть выход там. Кстати, после них, да, ты начала писать мне? Да, вот мы подходим к этому моменту. После того, как мне стало лучше и, видимо, накопительный эффект таблеток подействовал, я решила, что мне нужно как минимум объясниться и извиниться перед Константином, потому что я просто закинула в игнор, ну, всех людей, но в том числе и на тот момент моего парня, что очень некрасиво и вообще так не делается. Ну, я не могла по-другому, простите меня. Я, кстати, вот, да, благодарю Константина за то, что он тогда как-то себя мудро повел и не ушел в гуляние минус саморазрушение, а компенсация была за счет спорта и работы. И спустя 6 месяцев после того, как мы не разговаривали, не переписывались, не общались, я написала Константину, что я бы хотела поговорить и объясниться. Мы созвонились через Zoom. Да, созвонились через Zoom. Я даже не знал, где она находится, кстати. Я говорю, давай я позвоню тебе в Telegram. Да, а на тот момент я была в Дубае, а Telegram, WhatsApp в Дубае не работает, поэтому созвонились через Zoom. С того момента начинается новая глава Новая глава. в наших отношениях. Ты позвонила. Да, я позвонила, И объяснила ситуацию, рассказала про то, что я сейчас принимаю таблетки, рассказала о диагнозе. Мгм. Я к этому отнесся нормально, с пониманием. Помимо того, что я не знал, что происходит у Татьяны, так и она не знала, что происходит у меня. И поэтому первым, наверное, делом мы узнали друг у друга, что произошло. И до сих пор в отношениях мы с тобой или нет. Да, Вот. Константин, спасибо вам за интервью. И последний вопрос нашей рубрики «В чем сила?». Сила в любви. Любите и будьте любимы. Сердечко. Ну, делай сама. У меня свое. Всем пока, ставьте колокольчики,
Подписывайтесь, ставьте лайки. Что за блогер в здании? Блогер в здании здесь один. И это ты. Это была рубрика «Интервью». Жизнь прекрасна. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки и не пропускайте видео. Всем пока!